Трамп готов уйти? Иран ответил США ракетами и поразил 2 судна. В Белом доме обсуждают окончание операции. Раскол в НАТО углубляется. Еще один союзник пошел против Соединенных Штатов. ВСУ взяла под контроль российский регион. Расскажем. Израиль увяз в Ливане. Потери армии растут каждый день. Новый удар по теневому флоту России. Давление вышло на качественно новый уровень. Экономика останавливается на глазах. Десятки предприятий страны-агрессора уходят в простой. Удар под дых. Еще один союзник Москвы сделал недружественный шаг. Иноземцы с вещами на выход. Германия хочет отправить на родину 1 миллион беженцев. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 31 марта. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Иран повышает ставки. Новый удар режим нанес по кувейтскому танкеру «Аль-Салми». Судно было поражено прямо в порту Дубая. Корабль был полностью загружен нефтью. После атаки начался пожар. Корпус поврежден. Возник риск крупного разлива топлива. Огонь удалось потушить, но последствия пока не ясны. Был ли разлив, не сообщают. Удар произошел всего через день после заявлений Трампа о его успешных переговорах с неназванными представителями Исламской Республики и подарки в 20 танкеров, которые они якобы согласились пропустить через Ормузский пролив. А что США? А США могут выйти из конфликта. Как сообщили The Wall Street Journal источники в Белом доме, Трамп заявил своей команде, что готов остановить войну против Ирана, даже если пролив останется закрытым для судоходства и будет контролироваться Тегераном. Причина простая. Операция по разблокировке этой артерии может затянуться и выйти из-под контроля. Вместо этого президент США якобы готов остановиться на минимуме, ослабив флот Ирана и выбив часть ракетного арсенала, а дальше давить дипломатией. Но, как сообщает издание, союзники против. Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны региона требуют продолжать удары до серьезных изменений в Иране. Израиль несет все большие потери на юге Ливана. Тут погибли сразу 4 военных из элитного подразделения. Речь о бойцах 934-го батальона бригады Нахаль. Это одно из ключевых разведывательных подразделений армии обороны Израиля. По данным местных СМИ, еще один военнослужащий тяжело ранен. 2 в состоянии средней тяжести. Всех доставили в больницу. Накануне в стране простились с военнослужащим, погибшим от удара Хизбаллы ранее. Вооруженные силы Украины взяли под контроль один из регионов России. Во всяком случае, его небо. Украинские дроны уже неделю наносят удары по стратегическим объектам родной для Путина Ленинградской области. Порт Усть-Луга атакован уже 4-й раз за 7 дней. Местный губернатор заявил, что над регионом якобы сбили 38 дронов. В то же время Александр Дрозденко вынужден был признать, порт поврежден. Детали, как обычно, не раскрывают. Но факт простой. Через Усть-Лугу проходит до 700 тысяч баррелей нефти в сутки. Это один из главных экспортных узлов России на Балтике. И вот что важно. Вместе с портом Приморска эти терминалы дают около 40% нефтяного экспорта страны, а значит, удар идет прямо по бюджету. На фоне скачка цен Россия только за неделю заработала $2,5 миллиарда, но украинские дроны готовы сократить этот поток. А вот Россия продолжает удары по жилым домам. Минувшей ночью агрессоры предприняли массированную атаку и выпустили по Украине почти 300 дронов. Зафиксированы попадания на 11 локациях. В Полтаве беспилотник влетел прямо в многоэтажку. 1 человек погиб. 4 ранены, среди них 2 детей. Ударили и по Одессе. Дрон попал в 9-этажный дом, пострадал мужчина. Параллельно захватчики используют и бомбы. На Славянск сбросили 2 ФАП-250. Повреждены десятки частных домов, ранены 3 местных жителей, среди них ребенок.
Корпус Стражи Исламской революции заявил, что атаковал контейнеровоз «Экспресс Халфонг», якобы связанный с Израилем. По версии КСИР, судно поразили баллистическими ракетами. Независимого подтверждения этой информации нет, как и точных сведений, кому реально принадлежит корабль. Параллельно КСИР говорит о еще нескольких атаках, в том числе ударах дронов по скоплению американских войск в Объединенных Арабских Эмиратах. Центральное командование США не делало заявлений, но вновь поделилась видеоподтверждением уничтожения очередных целей – грузовиков, бункеров и самолетов. А ВВС Израиля нанесло ряд ударов по столице Ирана. Борьба с теневым флотом России вышла на новый уровень. Еще в январе власти Франции после эффектного задержания вынуждены были отпустить один из таких кораблей и его команду. Но теперь ситуация изменилась. Суд французского Бреста приговорил китайского капитана танкера «Баракай», позже переименованного в «Феникс», не только к штрафу в 150 тысяч евро, но и к году тюрьмы. По данным следствия, капитан отказался подчиниться французским военным при попытке досмотра вблизи острова Уэсан и спровоцировал опасную ситуацию на море. Танкер шел без флага, затем поднял фальшивый и перевозил российскую нефть в Индию, а на борту находились сотрудники российской ЧВК. Только олигарх Дерипаска призвал россиян вкалывать по 12 часов и 6 дней в неделю, как оказалось, что в экономике страны все работает ровно наоборот. Только в Ленинградской области остановили работу или сократили график 2,5 десятка предприятий. Как пишет «Деловой Петербург», среди последних примеров бывшая фабрика IKEA в Тихвине, ушедшая в полный простой, и завод Искартекс, который перевел почти 40% сотрудников на трехдневку. Только на прошлой неделе в регионе 8 предприятий были полностью остановлены, еще 16 урезали производство. Это не локальная история, похожая картина по всей стране. Сокращение и оптимизацию уже объявляют РЖД, Магнитогорский металлургический комбинат, АвтоВАЗ и другие гиганты. Причины те же – падение спроса, долги и нехватка оборотных средств. Кажется, еще какой-то в этом списке не хватает. Не подскажете? Германия указывает беженцам на выход. Страна готовит масштабную обратную миграцию. Фридрих Мерц заявил, что 80% сирийцев должны вернуться на родину. Речь идет примерно о 1 миллионе человек. Правда, не сразу. На весь процесс немецкие власти отводят 3 года. По словам канцлера, многие сами хотят уехать, восстанавливать Сирию. А Берлин уже обсуждает этот вопрос с президентом страны Ахмедом аш-Шара. При этом Германия оставляет себе право выбирать. Хорошо интегрированные специалисты, врачи и другие могут остаться, а вот нарушителей закона собираются депортировать в первую очередь. Проблема в другом. Сирийцы уже глубоко встроены в экономику, сотни тысяч работают, десятки тысяч ведут бизнес. Массовый отток – это удар и по рынку труда Германии. Но власти явно делают ставку на внутреннюю политику и давление миграционной повестки. Иранский режим хоронит своих вождей чуть ли не каждый день, но даже под постоянными ударами США и Израиля не забывает расправляться с собственными гражданами. В стране казнили очередных политзаключенных. Во вторник на эшафот отправили 2 оппонентов, днем ранее еще 2. Приговоры вынесли еще в 2024 году, но иранские силовики не ждут так долго и открывают огонь прямо по окнам, из которых по вечерам выкрикивают антиправительственные лозунги. Москва получила еще один болезненный удар, в этот раз от союзника. Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии в Кулеви отказался от российской нефти. Об этом заявил гендиректор Black Sea Petroleum Давид Поцхверия. Причина – риск попасть под санкции ЕС. Компания планирует заменить российское сырье нефтью из Туркменистана и Казахстана. Также рассматриваются другие источники. Главная цель – сохранить экспорт в Европу, куда запрещен ввоз продукции, сделанной из российской нефти. Переход займет время. Поставки зависят от согласования транзита через Азербайджан и уже задерживаются из-за проблем с железной дорогой. Мощность завода более 1 миллиона тонн в год.
Вашингтон тоже получил неприятный сюрприз от своего союзника. Рим запретил американцам использовать военную базу Сиганелла на Сицилии для атак по Ирану. Об этом пишет Корьере делла Сера. База ключевая для НАТО. Там размещены американские дроны и патрульные самолеты. Но Рим дал понять, втягиваться в эту войну он не хочет. Накануне министр обороны Испании подтвердила, что страна запретила США использовать не только базы, но и воздушное пространство для ударов по Ирану. Таким образом, уже 2 европейские страны, члены Североатлантического альянса, пошли на разрыв с Вашингтоном. Дональд Трамп везде. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании аэропорта Палм-Бич в честь действующего президента. Имя Трампа планируют дать целой группе новых военных кораблей, визовой программе для богатых иностранцев и даже некоторым государственным сайтам. С лета подпись действующего главы Белого дома появится на долларовых банкнотах впервые в истории страны. Кроме этого, соответствующая федеральная комиссия уже одобрила выпуск памятной золотой монеты с профилем политика к 250-летию Соединенных Штатов. В декабре его имя было добавлено к названиям центра имени Джона Кеннеди и здания Института мира США в Вашингтоне. Зачем останавливаться? Соединенные Штаты Дональда Трампа. Чем плохое название? Чем пригрозил Трамп в новом ультиматуме? За кого из депутатов Рады взялись следователи НАБУ? Где у Дональда получилось снизить цены на бензин? И каким гаджетом объявили войну российские власти? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.